Итак, друзья, мы начинаем понемногу обосновываться на Крите. И сегодня начнем не с осмотра его достопримечательностей, а знакомства с флорой этого чудесного острова. Если отвечать на вопрос, что растет на Крите, совсем кратко, то могу сказать, что на Крите растет все, причем абсолютно. Узкие улочки Ретимна обсажены невысокими деревьями с цветами формы граммофончика. Это так хорошо знакомая нам чайная роза или гибискус. Мы в России ею обычно пренебрегаем или видим щедро цветущей в больницах и библиотеках, а здесь она стала совершенно невероятным украшением уютных и тесных кварталов и закоулков. При этом обратите внимание на цвет – красный, белый, розовый, золотой – воистину королевское растение. Кусты, кстати, сформованы и подстрижены. Чувствуется заботливая рука местного муниципального садовника. А вот по поводу этого растения мне пришлось провести научное изыскание, чтобы все-таки узнать, как оно называется. Официально это гомфокарпус, но люди во всем мире придумали для него более 200 своих собственных названий. Среди них и семейные драгоценности, весьма странно, не правда ли, и обезьяньи шары, и даже шары епископа. Сами шарики у растения полые, поэтому выглядят они достаточно забавно. В народной медицине его часто используют для лечения бородавок. Крит, оказывается, является одним из самых зеленых островов Греции. Но зелень эта везде и всегда аккуратная и очень ухоженная. Вдоль длинной и красивой набережной вы увидите, что каждый кустик и каждое растение заботливо определено на свое место. При этом пальмы вполне мило соседствуют с дорожками, засеянными обычными полевыми цветами. Конечно, без олеандров никакой южный колорит мы себе представить не сможем, и их здесь огромное количество. Но не только потому, что олеандр – исключительно южное растение. Его тут высаживают специально и с определенными целями, которые не только про красоту. Дело в том, что ближе к горам вы увидите свободно пасущихся коз. Это вполне нормально, они к вечеру обычно сами возвращаются домой. Но чтобы козы не выскакивали на автотрассы, их заботливо ограждают именно этим растением. У него горький вкус. Козы это знают, поэтому стараются держаться от него подальше. Чем выше мы будем с вами подниматься в горную часть Крита, тем больше увидим хвойных растений. Это араукария. У нее очень необычные иголочки, мягкие, почти плюшевые, поэтому ее ветки выглядят игрушечными, что никак не соответствует ее высокому росту. Араукарии торчат по всему Криту как сотовые вышки, и их очень хорошо видно издалека. Жилые дома, хостелы и гостиницы активно включают зеленую растительность в свой интерьер. Ползучие лианы и клематисы спускаются по стенам прямо к вашим ногам. А вот проходя мимо этого дерева, вы точно не сможете не остановиться. Причина – невероятный сладкий аромат, который лениво расплескался по всей улице, где оно растет. Это плюмерия, и когда-то ее цветы пробовали использовать для производства духов. Цветы этого дерева необычные, глянцевые, словно покрыты воском. Именно из цветков плюмерии на Гавайях делают знаменитые венки и цветочные короны. Если вам посчастливится остановиться ближе к горной части Крита, то вы обязательно увидите небольшие, но очень уютные рощи из лиственниц. В них прохладно и ароматно. Если бы не орущие цикады, которые перекрикивают шум машин на трассе, я бы подумала, чтобы остаться здесь жить. Впрочем, умение местных цикад быть вездесущим и очень громким оркестром распространяется, наверное, на весь остров.
знаю, как вы, друзья, а мы идем в центральный парк города Ретимно. Центральный парк Ретимно – место уединения и отдыха для местных жителей, особенно в жаркие часы сиесты. Некоторые даже умудряются поспать на установленных здесь скамейках. Животных здесь нет, зато есть вот такие искусно развешанные на дереве туканчики. Среди ярких тропических растений совсем не ожидала увидеть здесь герань. Наверное, ее взяли сюда за ее королевский размер, высотой почти в половину моего роста. Парк имеет достаточно явную ботаническую направленность. На каждом дереве прикреплена табличка с его правильным научным названием. А еще здесь есть стенды, которые помогут вам ликвидировать пробелы в ваших знаниях по ботанике. Итак, друзья, мне обещали в этом парке видовое разнообразие флоры Крита. Все виды возможных деревьев, которые есть на Крите, вся растительность, мы ее здесь должны с вами увидеть. Что я вам хочу сказать? Для неботаника, такого человека, как я, крайне сложно это понять, несмотря на то, что у каждого дерева есть своя табличка. Все подписано, все аккуратненько, правильно оформлено. Но оно для меня все одинаково зеленое. Пора, видимо, пришло время учить ботанику. Но я нашла бамбуковую рощу, и я нашла апельсиновое дерево. И сейчас я вам их покажу. Я никогда не думала, что бамбук бывает настолько высоким. Может быть, из-за драцены, которую мы выращиваем дома у себя в горшках и гордо при этом именуем ее бамбуком, хотя ничего общего она на самом деле с ним не имеет. К сожалению, на бамбуке здесь настоящая наскальная живопись. Наши современники пытаются оставить зашифрованные письмена для своих потомков. Апельсины пока зеленые, как, кстати, и мандарины, которые можно увидеть достаточно часто, но уже на улицах города и вне стен этого парка. Вообще, самый фруктовый месяц на Крите – это август. В июле тут из фруктов полакомиться совершенно нечем. В парке, кстати, есть несколько детских площадок и достаточно неплохое кафе, поэтому тут часто можно увидеть семьи с детьми. Это не сирень, но это растение очень похоже на сирень. А вот такие сережки бросает араукария, когда хочет обновить свой экстерьер. Так выглядит самая настоящая финиковая пальма. Эти маленькие желтые шишечки – будущие финики. Мы покидаем центральный парк, тем более, что он достаточно маленький и обойти его можно очень быстро.
Но основная причина в том, что на самих улицах города увидеть интересных растений можно во много раз больше. Пойдемте прогуляемся по городу, разморенному после обеденной сиесты. Вот на ограде одного из домов приютился жасминовый кустик. Примерно такие мини-парки устраивают у себя местные жители возле дома или на балконах, ну и иногда на детских площадках. А что, почему бы детям не поучиться залезать на пальму? Если вы давно смотрите мой канал, то помните, что это мое любимое растение – бугенвилия. Я все еще надеюсь вырастить его у себя дома. Земля под ней всегда усыпана розовыми лепестками от ее цветов. Это самый романтичный листопад, который я видела. Гранаты еще не поспели, а так я бы точно утащила один. О, лимоны! Зачем нам магазин, если все можно вырастить у себя дома? Пожалуй, мне пришло время отдохнуть. Вот тут, под раскидистыми ветвями этой бугенвилии, я упаду и выпью свежевыжатого сока, что очень популярно на Крите. А вы, друзья, оставайтесь с нами. Очень скоро я расскажу вам про то, как я стала дайвером, и покажу знаменитый Кносский дворец.